Всем привет, друзья! С вами студия «Кондитерская сестры». Одним из популярных оформлений тортов среди наших заказов стал торт «Сфера». Мы любим работать с данным видом декора. Он требует меньше времени на приготовление, так как за счет шоколадной оболочки торт не нужно выравнивать кремом и, соответственно, нет необходимости длительное время охлаждать в холодильнике перед финишным покрытием и декорированием. И для тех, кто боится трещин на покрытии торта и нестабильных начинок, данное исполнение будет точно вам по душе. Также торт такой формы можно интересно обыграть в любом стиле. Сегодня у нас будет декор для футболиста. В этом видео мы подробно покажем вам процесс темперирования шоколада быстрым способом, расскажем, как можно в домашних условиях длительное время сохранять его в текущем состоянии, не повторяя процесса темперирования заново, а также покажем полный процесс от изготовления шоколадных сфер, сборки торта, велюровое покрытие, создание декора и технику расположения элементов на мяче, чтобы они смотрелись симметрично. Для приготовления самих полусфер будем использовать поликарбонатную форму, которую можно приобрести в кондитерских магазинах. Она у нас диаметром 20 см. Обязательно протираем поверхность чистой сухой салфеткой, смоченной в спирте или в водке. Под низ мы подставили маленькое кондитерское кольцо для удобства. Отставляем в сторонку, а пока приступаем к темперированию шоколада. Для создания сфер можно использовать шоколад из кондитерского магазина, более дорогой, или любой проверенный вами качественный шоколад. Мы будем использовать обычный белый из продуктового магазина. Для создания любых шоколадных элементов нужно обязательно затемперировать шоколад. Если это не сделать, шоколад будет быстро таять, крошиться, получится матовым и его будет почти нереально извлечь из формы. Мы используем свой проверенный способ, которым пользуемся уже не первый год, и нам он идеально подходит. Для этого понадобится кастрюля с водой для создания водяной бани и металлическая широкая миска. Стеклянную лучше не использовать, так как поверхность стекла долго опускает температуру и темперировать в ней будет тяжело. Растапливаем на водяной бане шоколад. Дно миски не должно прикасаться к воде снизу. А также следите за тем, чтобы вода сильно не кипела, так как в таком случае очень легко перегреть шоколад. Обязательно мешаем, чтобы шоколад, который находится на низу миски, не перегрелся, иначе он начнет сворачиваться. Для сферы диаметром 20 см и для всех необходимых элементов в декоре у нас уходит 800 грамм шоколада. Основная идея темперирования заключается в нагревании и охлаждение шоколада до определенных температур, благодаря чему масло какао затвердевает в определенной кристаллической структуре, что не позволяет шоколаду быстро таять и дает ему блеск и твердость. Перед вами схема темперирования для разных видов шоколада. Нам нужно растопить белый шоколад до температуры не выше 45 градусов и затем быстро опустить температуру до 25-26 градусов, а после чего опять поднять температуру до рабочей консистенции. Шоколад растопился, его температура сейчас 40 градусов. При растапливании периодически проверяем температуру, чтобы она не превышала 45 градусов. Это можно делать лазерным или погружным термометром. А сейчас нам нужно быстро опустить температуру массы. Для этого устанавливаем миску с шоколадом на что-то холодное. В нашем случае мы используем пакет с замороженными ягодами. При использовании металлической миски таким образом шоколад начинает быстро остывать. Чтобы на дне не образовались комочки застывшего шоколада, нужно его постоянно энергично мешать, хорошо проходясь по дну лопаткой. Для данного процесса используем только силиконовые лопатки, так как они с этим хорошо справляются. Нужно опустить температуру до 25-26 градусов. Для проверки температуры мы всегда используем лазерный термометр, но совсем недавно приобрели себе вот такой погружной, который показывает более точное значение. Как видите, лазерный показывает сейчас 24,9, почти 25 градусов, а погружной 23,5. Шоколад у нас охладился, даже немного ниже, чем это требовалось, но нам главное опустить температуру до 25-26 градусов и не выше. Если она будет чуть ниже, в этом нет ничего страшного. Как только видите температуру 25 градусов, процесс темперирования уже должен произойти, и можно приступать к дальнейшему этапу. Сейчас шоколад начинает загустевать, и для того, чтобы нам было далее удобно с ним работать, доведем его консистенцию до рабочей текучести. Мы берем ту же емкость, с помощью которой создавали водяную баню, просто ставим сверху миску с шоколадом, плиту включать уже не нужно, так как вода в кастрюльке еще осталась теплой.
Активно мешаем, доводя шоколад до удобной консистенции. Следите за температурой на данном этапе. Главное, чтобы она не превысила 29 градусов. Иначе кристаллическая решетка белого шоколада, которая образовалась при низкой температуре, может разрушаться, и весь процесс темперирования нужно будет повторять заново. Поэтому даже близко к этому значению не доводите, чтобы не рисковать. Как только видите, что шоколад удобной вам текучести, начинайте заливать сферы. Заливаем первый слой. Обязательно обратите внимание, чтобы на дне миски не было конденсата, и лучше протрите дно, так как конденсат, который образовался от водяной бани, может сейчас стечь в форму. Равномерно распределяем шоколад по поверхности сферы. Можно помочь распределить лопаткой или постукиванием по форме снизу. Переворачиваем форму на миску для стекания лишнего продукта. Удобнее всего изначально брать уже широкую миску и растапливать шоколад в ней. В таком положении оставляем секунд на 30, чтобы излишки стекли вниз, и затем снимаем вот так, проводя ей по ободку миски, чтобы снять капельки шоколада, которые остались на краях сферы при стекании. Дополнительно проходимся шпателем. Застывший шоколад нам тут будет только мешать. Проверяем, чтобы все поверхности были заполнены и нигде не было просветов. Залитую форму отправляем в холодильник для стабилизации буквально на 5 минут. Хорошо затемперированный шоколад застывает достаточно быстро. Если он у вас длительное время не застывает, значит процесс темперирования не произошел, и лучше повторить все этапы заново. Мы сейчас залили первый слой, и после застывания нужно будет нанести еще один. Для того, чтобы нам удалось использовать стекший шоколад еще раз, не прибегая повторно к процессу темперирования, нужно не допустить его застывания. Для этого нужно поставить миску с шоколадом в ковш с теплой водой. Так температура будет поддерживаться и шоколад не застынет. Но температуру все равно периодически проверяем, чтобы значение не превысило 29 градусов. Если вам удастся сохранить шоколад до следующего этапа работы с ним, не превысив данное температурное значение, кристаллическая решетка не разрушится, и вы сможете использовать его, не повторяя процесс темперирования заново. Первый слой постоял в холодильнике буквально 3 минуты и уже застыл. Мы его достаем из холодильника и пока отставим в сторонку и приступим к другим элементам. Так как поверхность очень холодная, и если мы начнем сразу заливать туда второй слой шоколада, он будет очень быстро схватываться, работать будет неудобно, и в итоге шоколадный слой получится очень толстый. Сейчас сделаем основу, на которую будет устанавливаться сфера. Для этого используем кольцо диаметром 10 см и формочку 6 см в диаметре. А для создания кружочка, куда будем вставлять бенгальский огонь, берем форму около 4 см. Устанавливаем их на силиконовый коврик, который нужно положить на какую-то поверхность, чтобы потом было удобно переставить залитые формочки в холодильник. Заливаем белый, также темперированный шоколад при помощи кондитерского мешка в слой около 1 см. Теперь переставляем это все в холодильник для застывания. А пока будем заливать второй слой в сфере. Поверхность стала уже не такой холодной, и работать будет удобнее. Точно так же наносим шоколад, распределяем его, опускаем на миску для стекания лишнего, снимаем лишнее шпателем и после чего отправляем в холодильник для стабилизации. Элементы, которые мы недавно заливали, уже застыли, и теперь достаем их из форм.
Сфера также уже готова. Хорошо застывшая сфера должна легко отходить от формы. Как только она начинает отходить, между формой и самим шоколадом образуются пустоты из воздуха, и она легко снимается. И таким же образом мы сделали вторую половинку сферы, залили сразу первый слой, охладили и затем покрыли еще одним слоем. Только для верхушки торта можно использовать слой шоколада уже не такой толстый, как в нижней части. Помните, что шоколад также должен быть затемперирован. Для такого вида торта подложка должна быть плотной. Для этого при помощи двухстороннего скотча мы склеили две подложки из ДВП шириной 3,2 мм каждая. Если использовать не толстую подложку, то в будущем при поднятии торта за счет прогиба с подложки крепление сферы может нарушиться. Перед установкой поверхность подложки обязательно нужно обработать спиртом или водкой. Неровную часть основания подтапливаем на горячей поверхности. У нас это тарелка из микроволновки. И сразу прикладываем к подложке. Саму полусферу мы также подтапливаем даже до образования дырочки, чтобы максимально углубить сферу в отверстие. Также дополнительно промазываем край основания шоколадом, и тогда надежность крепления точно обеспечена. И сразу можно начинать сюда собирать торт. Внутри можно использовать абсолютно любую начинку, даже самую нежную. Прежде чем собирать такой тортик, бисквит и начинки так же, как и для стандартного торта, нужно подготовить заранее, чтобы бисквит успел отлежаться в холодильнике закрученной пищевой пленкой, а начинка стабилизироваться. Но у нас сегодня будет самая обычная молочная девочка со сметано-сливочным кремом и свежими ягодами. В данной начинке стабилизировать заранее ничего не нужно, поэтому мы выпекли коржики и взбили крем на этапе приготовления полусфер. А если у вас будет более сложная начинка, то, конечно, подготавливайте все минимум за 6 часов до сборки. Торт мы собираем в обычной последовательности, как и стандартный тортик. Мы используем коржи размером 19, 16 и 14 сантиметров. Если выпекаете бисквит, удобнее будет выпечь 4 размера в кольцах, либо сделать размазки. Данное исполнение торта отлично подходит для очень нежных начинок. Мы даже сейчас консистенцию крема сделали более жидкую, чем обычно используем в стандартный круглый торт. Наполнять тортик можно до середины, мы будем собирать повыше, уменьшая размер коржа кверху. Самый последний корж можно задекорировать по желанию клиента, а также в данный торт можно спрятать какой-нибудь сюрприз для именинника. Для того, чтобы закрыть две половинки, верхнюю полусферу прикладываем к горячей поверхности, чтобы край немного растопился и разгладился. И сразу же закрываем нижнюю полусферу. Теперь нужно очень быстро разровнять шоколад, который вытек между двумя половинками. Просто разглаживаем его пальцами, а растопленный шоколад, который остался на тарелке, сейчас будем использовать, чтобы заполнить все пустоты и максимально разровнять неровности между половинками. Для этого используем гибкую силиконовую лопатку. Стараемся максимально разровнять неровности, излишки все снимаем, чтобы переход был плавным. Для того, чтобы приклеить верхушку, в которой будет вставляться бенгальский огонь, ее нужно подрезать немного ножом, чтобы создать вот такое углубление, которое обеспечит плотное прилегание к сфере. Приклеиваем при помощи растопленного шоколада. Теперь ставим торт в морозилку на 20-30 минут. Это необходимо для того, чтобы велюр ложился красиво, и в это время мы приготовим велюровую смесь.
Тут у нас 100 грамм шоколада и 60 грамм какао-масла. Дополнительно добавили белый порошкообразный краситель, так как цвет мяча должен быть белоснежно-белым. Ставим в микроволновку и растапливаем импульсами, после чего пробиваем блендером. Даем постоять, так как температура велюра еще достаточно высокая. За это время остатки нерастворившихся частичек продукта разойдутся до конца, температура снизится и можно приступать к нанесению велюра на торт. Вставляем пакет в емкость краскопульта и переливаем велюровую смесь в него. Так не нужно будет потом мыть емкость, а остатки массы будут храниться в этом мешочке. Температура нанесения велюра на белом шоколаде 28 градусов. Если будет выше, то покрытие будет некрасивое и нужного эффекта велюра не получится. Все поверхности, возле которых будет наноситься велюр, лучше чем-нибудь укрыть, иначе потом будете все долго отмывать. Для этих целей можно использовать большую коробку, или сделайте, как мы, застелив все огромными пакетами для мусора, а столик затянули пищевой пленкой. Мы наносим велюр при помощи обычного краскопульта из строительного магазина. Он ничем не отличается от того, что продается в кондитерских магазинах, разве что намного дешевле. Торт достали из морозилки и теперь на расстоянии начинаем распылять содержимое. Если будете подносить слишком близко, то струя краски будет ложиться плотно и уже не будет нужного эффекта велюра. Так как основание белое и обычный цвет торта у нас белый, велюра потребовалось совсем немного. А вот если нужно было добиться яркого цвета, то на покрытие велюром ушло бы намного больше продукта. Сейчас вот так вот завязываем кулек с оставшейся велюровой смесью и храним до следующего тортика, который также нужно будет покрыть таким же способом. У нас есть отдельная коробочка, где мы храним вот такие пакетики с неизрасходованной велюровой смесью. После того, как торт полностью покрыт, ставим его в холодильник, а пока приберем все ненужное и подготовим декор. Для того, чтобы сделать рисунок, мы в поисковике ввели трафарет футбольного мяча и подготовили вот такие элементы из бумаги. Из пятиугольника, тот что справа, вырезали элементы из мастики, а трафарет слева в дальнейшем поможет симметрично расположить все вырезанные мастичные элементы. Мы вырезали уже пятиугольники из белой мастики. Если у вас уже готовая черная, используйте ее. Приклеиваем в любое место при помощи жидкого велюра или шоколада. А вот чтобы определить, куда нужно крепить следующую фигуру, понадобится другой вырезанный элемент из бумаги, имеющий 6 граней. Если приложить трафарет, то вокруг его по граням должны располагаться 3 пятиугольника. Один у нас уже размещен, а второй уже тоже видим, куда нужно приклеить. Также промазываем тонким слоем, еще раз прикладываем трафарет и приклеиваем по его краю в нужное место фигуру, чтобы вершина смотрела кверху. И то же самое делаем с третьим элементом и последующими. Таким же образом прикладываем еще один и так далее. На весь тортик ушло 8 пятиугольников. Сейчас аккуратно промазываем каждый элемент разведенным черным красителем водки. Мы используем самый обычный черный гелевый краситель Топ Декор. Как уже говорили, можно было бы использовать готовую черную мастику, но у нас ее не было, поэтому делаем так. Да и цвет в таком случае получается максимально яркий и насыщенный. И таким образом покрываем все фигурки.
Буквочки и цифру мы залили в силиконовые формы из шоколада. Любые элементы к торту клеим на тот же велюр или при помощи белого растопленного шоколада. Далее будем украшать съедобным мхом. Делается, кстати, он очень быстро, и потом хранить можно в плотно закрытом пакете в морозилке длительное время. Такой мох хорошо дополняет композиции для многих тортиков. Ссылку на приготовление оставим в описании. Крепим на тот же велюр или шоколад. Вставляем бенгальский огонек аккуратными вкручивающими движениями. Можно было бы и без него тут обойтись, но это было желанием заказчика. Немного сгибаем бенгальский огонь, чтобы торт без трудностей влез в коробку. Итоговый вес торта получился 2 кг 600 грамм. Многие, наверное, думают, каким образом кушать такой торт. Покажем вам кусочек из нашего семейного праздника. Верхушку нужно разбить, снять отколовшийся шоколад, а внутренности разложить по тарелочкам ложкой. При помощи сферы можно воплотить огромное множество идей в жизнь. У нас на канале мы уже показывали несколько вариантов декора со сферой, которые мы делали. Ссылки будут в описании под данным роликом. Надеемся, это видео было полезным и увлекательным для вас. Не забывайте подписываться на наш канал и поставить лайк. А также у нас на канале появилась кнопка поддержки нашего канала. Став спонсором, вы символически благодарите нас за проделанный нами труд. А мы взамен даем вам бонус приоритетного ответа на ваши вопросы в комментариях. Так что будем очень рады поддержке нашему каналу. С вами была студия кондитерского искусства «Сестры». До новых встреч в новых роликах.